Течение уносило плот все дальше и дальше, вдоль высоких зеленых берегов, усеянных там и сям огромными обломками камней. Обломки эти от множества дождей и ветров были белыми и блестящими, словно острые зубы огромного чудовища. Именно такая ассоциация возникала у сидевшей на плоту Лизы. И чем больше она смотрела на эти странные, похожие на древних идолов камня, тем сильнее становилась в ее душе смутная тревога. Сидевший рядом с ней, то не до обломков и окружающих пейзажей не было никакого дела. Она, вальяжно расположившись на середине плата, приводила в порядок свои длинные ногти и лениво зевала, поглядывая на управлявшего плотом Кирилла. Кирилл, мужчина лет 35 с заросшим густой бородой лицом и загорелой бритой головой, ловко орудовал шестом, не давая плату уткнуться в берег. Иногда он поправлял лежавшую на коленях винтовку и смотрел на нее с такой любовью и теплотой, будто это была его возлюбленная. «Долго мы еще будем плыть?» Наконец не выдержала Тони, раздраженно посматривая на Кирилла. «Уже 4 часа сплавляемся по этой чертовой реке. Я уже вся сгорела, я есть хочу, в конце концов». Кирилл равнодушно посмотрел на нее и перевел взгляд на показавшиеся впереди острые пороги, вокруг которых бурлила и пенилась вода. «Сейчас пройдем эти пороги, потом махнем еще милее и причалим», — отозвался он. «Еще успеешь выкрасить свои ногти и заняться лицом мужчины», — тихо засмеялся, чем привел Таню в бешенство, и она, скрипнув зубами, накрыла лицо шляпкой. «Мужлан», — обиженно пискнула она, думает, что если он может неделями скакать по джунглям, то и остальные тоже. «Я вообще-то на такое не подписывалась». Кирилл расслышал ее претензию и повернул голову. «Надо было взять другого гида», — усмехнулся он, потирая лысину. «Только вот никто не стал бы таскать вас по джунглям бесплатно. Другие драли бы с вас по 500 баксов в сутки, а потом завели бы в какую-нибудь глушь, где бы вас сожрали аборигены». Тони не на шутку встревоженная этим заявлением. Пристыжена, умолкла и присоединилась к безмолвно сидевшей Лизе, то, в отличие от подруги, совсем не устала и считала сплав по реке лучшей частью своего путешествия по Нигерии. После длительного похода по джунглям сидения на плоту казалось ей лучшим отдыхом, и она с удовольствием не жилась под лучами жаркого африканского солнца. «Ой, это что такое?» — воскликнула Таня. Она указала рукой на огромного деревянного рогатого истукана, который возвышался над рекой. Его безносое лицо со скаленным ртом и большими круглыми глазами было обращено прямо на сидевших на плоту людей, и они дружно поежились от пробежавшего по их спинам холодка. Кирилл невольно жал руку и цевью винтовки и оскалился в ответ. «Какое-то божество», — предположил он, отвернувшись. «Наверное, ему поклоняются местные. Интересно, что за люди поклоняются такому страшилищу», — пробормотала Таня, подползая ближе к Кириллу. «Не хотела бы я встретиться с ними». Лиза же, вытащив из кармана фотоаппарат, несколько раз сфотографировала деревянного истукана и улыбнулась. «А по мне, так он довольно симпатичный», — сказала она. «У нас в городе и пострашнее памятники есть», шутка Лиза не вызвала должной реакции. И Кирилл и Таня лишь нервно хихикнули и замолчали. Миновав пороги, Кирилл подвел плот к берегу и привязал его к дереву. «Все, приехали», — объявил он к облегчению девушек. «Найдете где-нибудь подходящее место для ночлега и ждите меня там, а я пока замаскирую плот». Лиза это не сошли на берег и отправились на поиски стоянки, а Кирилл в это время принялся срезать большим кривым ножом прибрежный тростник и забрасывать им плот. Когда дело было сделано, он присоединился к расположившимся в зарослях девушкам, которые ждали его, чтобы разжечь сложенный ими костер. Чиркнув огнивом по ножу, Кирилл развел огонь и соорудил некое подобие шалаша, где можно было комфортно провести ночь, не опасаясь ни дождя, ни ветра. Пока он занимался строительством хижины, Таня и Лиза извлекли из рюкзаков запасы провианта и приступили к приготовлению нехитрого ужина. «Интересно, зачем вы поперлись в Нигерию?» — спросил Кирилл, усевшись отдохнуть у огня. «Почему не отправились в Турцию или Египет, тем более решили отдыхать тут дикарями? Неужели хотели сэкономить то неловко шинку и помидоры и сосиски?» Посмотрела на него поверх темных очков и ухмыльнулась. «Были мы и в Турции, в Египте и в Греции», — отозвалась она. Захотелось чего-то нового. «К тому же я так устала в последнее время на работе, что мне было все равно, куда ехать, а у Лизы возникли сложности в личной жизни, так что поездка в Африку для нее нечто вроде заместительной терапии вышиваем, клин клином, проще говоря». Кирилл внимательно посмотрел на сидевшую в стороне Лизу, наклонился к Тане и нахмурился. «А что еще за проблемы, если не секрет?» — спросил он.
то никак ни в чем не бывало передернула плечами и вздохнула. В общем, она закрутила роман с начальником, и все уже шло к свадьбе, как вдруг обнаружилось, что у ее возлюбленного есть любовница с ребенком. Ребенок, само собой, получился. От него и наша Лиза, узнав обо всем этом, едва не бросилась под машину. Понимаешь, она ведь любила этого, как его там, Руслана, по-настоящему любила, как в кино показывают, и думала, что и он ее любит. Да куда там, у мужиков всегда только одно на уме. Кирилл, откинувшись назад, громко фыркнул. «Но ты-то не обобщай», — возразил он со смехом. «Мужики разные бывают. Я и про вас, женщин, тоже многое рассказать могу. Насмотрелся, так сказать, за свою жизнь». Что мог рассказать о женщинах Кирилл, так и осталось загадкой. Когда Лиза приблизилась к костру, он умолк и принялся начищать свою винтовку, насвистывая под нос какую-то песню. Лиза присоединилась к подруге, и вскоре ужин был готов. Получив свою порцию, Кирилл положил винтовку рядом с собой и принялся за еду. «Так как так вышло, что ты стал работать гидом», — осведомилась Лиза у Кирилла, лениво ковыряя вилкой яичницу. «И почему именно здесь так распорядилась жизнь?» — с ноткой грусти произнес он. «Я бывший военный. Когда я вернулся с одного военного перелета хорошенько израненный, то долго не мог найти себе работу. Потом связался не с теми людьми. Меня подставили и должны были посадить лет на 10, но мне удалось сбежать сюда, в эту глушь. В общем, про меня хоть кино снимай, только вот Голливуд отсюда далековато». Кирилл печально улыбнулся и задумчиво посмотрел на огонь. «Кирилл, друг моего дяди», — шепотом пояснила Таня Лизе. «Это он посоветовал мне взять Кирилла в проводники. В прошлом году дядя приезжал сюда на охоту, сказал, что здесь очень классно». «Классно? Не то слово», — угрюмо согласилась Лиза, массируя опухшие ступни. «Еще бы, вот поменьше ходить по этим джунглям». Они рассмеялась, потом убрала грязную посуду и пошла в шалаш, чтобы приготовить спальные места. Когда спальники были разложены, то не сообщила об этом Лизе и Кириллу. «Я останусь здесь, по караулю», — сказал мужчина. «Поднимай свою винтовку, а вы спите. Спокойной ночи». Кирилл проводил девушек до шалаша и вернулся к костру. Протянув к огню ноги, он вытащил из кармана пачку сигарет и закурил. Вскоре из шалаша донеслось тихое сопение. Девушки уснули. Мужчина улыбнулся, бросил окурок в костер и привалился спиной к поваленному дереву. Через несколько минут он одолел его. Обняв винтовку, Кирилл перевернулся на бок и задремал. Но поспать ему так и не удалось. Спустя некоторое время его чуткий слух уловил какие-то странные звуки, будто вдалеке звенело множество крошечных колокольчиков. Потом к ним добавились осторожные шаги, которые выдавал только треск сухих веток. Вскочив, Кирилл заглянул в оптический прицел своей винтовки, но так ничего и не увидел. Те, кто давно жили в джунглях, умели маскироваться и чувствовали себя в густых зарослях, как рыба в воде. Кирилл же чувствовал себя так, будто оказался голышом на оживленной городской улице. Быстренько метнувшись к шалашу, он растолкал спящих девушек и зашипел: «Дамы, объем, быстренько пакуйте свои манатки и на плот». Лиза и Таня, спросонья не понимая, в чем дело, нехотя вылезли из своих мешков и уселись на полу, протирая глаза. «Вам что, жить не хочется?» — набросился на них Кирилл. «Хватайте вещи и за мной». Тревога, звучавшая в голосе Кирилла, сразу передалась девушкам. Они, живо свернув мешки и собрав рюкзаки, побежали за Кириллом к воде, едва они запрыгнули на плот, как вокруг засвистели стрелы. Они со звонким стуком вонзались в бревна плота и падали в воду, как крупные дождевые капли. Одна из стрел едва не угодила Кириллу в глаз, но тот вовремя отвернулся, и стрела только царапнула его щеку и задела ухо. «Вот гады!» — крикнул Кирилл, скидывая винтовку. «Чуть не убили». Он сделал несколько выстрелов, и когда из джунглей донесся истошный крик, перерубил державшую плот веревку и налег на шест. Плот медленно двинулся дальше, и когда он отплыл примерно на четверть мили, Кирилл увидел вышедшую на берег огромную толпу людей. Потрясая копьями и луками, они громко кричали что-то на своем языке вслед беглецам, потом вдруг двинулись вдоль берега, перепрыгивая через кусты и карабкаясь по деревьям, словно обезьяны. «Дикари чертовы!» — прохрипел Кирилл, хватаясь то за шест, то за винтовку. «Они поклоняются смерти в самых худших ее проявлениях. Это они молятся тому рогатому богу, до смерти перепугавшись, слезает». Они прижались друг к другу и спрятались в установленную на плоту палатку. «Зачем они нас преследуют?» — спросила Таня, стуча зубами от ужаса. Что им нужно, Кирилл выстрелил в кого-то, и когда подстреленный им абориген плюхнулся в воду, обернулся, кто не понравилось. «Ты им?»
сострил он. «Цветы хотят подарить. Откуда я знаю, что им нужно, я по-ихнему не понимаю, да и они по-нашему тоже. Зато вот этот язык они точно знают». Кирилл выстрелил снова, но на этот раз промахнулся и выругался от досады. Патронов у него было совсем немного, и растрачивать их поля в темноту ему не хотелось. Но преследовавшие их туземцы не отставали, несмотря на крупные потери в своих рядах, и продолжали бежать по берегу, что-то выкрикивая на своем, похожем на воронье карканье языке. Наконец все стихло. На востоке занималась заря. Увидев ее алую полосу, туземцы сбавили шаг, а потом и вовсе остановились. Кирилл все быстрее и быстрее толкал плот, теперь уже даже не пытаясь стрелять. Единственное, что ему хотелось, это убраться как можно дальше от этих страшных мест. Бегаешь шестом от одного края плота к другому. Кирилл совсем позабыл о том, что река в этом месте, где они сейчас были, соединяется с другой, более быстрой рекой и проходит через усеянный острыми камнями тоннель, который на его карте был помечен как пасть дьявола. Вспомнив об этом только когда эта пасть замаячила на горизонте, Кирилл сбросил в воду якорь, набитый камнями мешок, но было уже слишком поздно, плот уже было не удержать, и он стремжителя на месте в черный тоннель. Побросав в воду вещи, мужчин вытащил из палатки обмерших от страха подруг и велел им прыгать в воду, что в один голос воскликнули Лизой. «Таня нет, да», — заорал в ответ Кирилл и столкнул их с плот. Оказавшись в холодной мутной воде, девушки инстинктивно заработали руками и ногами, пытаясь удержаться на поверхности. Плавать умела только Таня. Она быстро сориентировалась, подхватила свой рюкзак и направилась к берегу. Кирилл, забрав оставшиеся вещи, последовал за ней. Выбравшись на твердую почву, Таня рухнула в песок и застонала. Кирилл резко поставил ее на ноги и обернулся к барахтался в воде Лизе. «А ты чего там возишься?» — крикнул он. «Давай к нам». Лиза, то появляясь на поверхности, то снова уходя под воду, бессильно протянула руку. «Я и не умею плавать», — выкрикнула она, отплевываясь. «Помогите!» Течение стремительно несло и в тоннель. До него оставалось совсем немного, каких-нибудь несколько десятков метров. Выругавшись, Кирилл хотел броситься в воду, но поняв, что ничем не сможет помочь Лизе, в отчаянии опустился на землю. «Помогите!» — снова крикнула Лиза, «пожалуйста». Спустя мгновение вода подбросила ее, и девушка оказалась в темноте туннеля. Ударяясь о его скользкие стены, она каким-то чудом не касалась острых, словно шипы камней. Наконец впереди забрежил свет, и Лиза, покинув туннель, снова оказалась на солнце. Силы уже покидали ее, ноги и руки онемели от холода, а дыхание становилось все более и более редким. Сделав несколько последних вдохов-выдохов, Лиза медленно погрузилась под воду и пошла ко дну. Теряя сознание, она вдруг почувствовала, как ее нога касается чего-то мягкого. Девушка подумала, что это водоросли, и одернула ногу, но было уже поздно. Через секунду уже она была вся опутана чем-то тонким и липким. Дергаясь, как попавшаяся в паутину муха, Лиза попыталась освободиться, но невидимый капкан держал ее крепко и не думала отпускать. Внезапно тело девушки взметнулось вверх, и она, открыв глаза, увидела, что угодила в настоящую сеть. Перед тем, как сознание Лизы угасло, она заметила 3 стоявших на берегу мужчин в набедренных повязках. Они тоже заметили Лизу, схватили привязанную к сети веревку и потянули ее на себя. К тому моменту, когда девушка оказалась на берегу, она уже ничего не видела и не слышала. Когда аборигены принесли Лизу в деревню и положили ее возле одной из хижин на грубую тростниковую циновку, вокруг тут же собралась толпа зевак. Полуголые женщины с огромными, как тарелки, украшениями, вставленными в уши и губы, тощие мужчины, державшие в руках луки и копья, грязные испуганные дети. Все они глазели на Лизу, как на какую-то диковинку, и то и дело пытались прикоснуться к ней. Те 3, что принесли Лизу, отгоняли их, выкрикивая какие-то слова и делая резкие жесты руками. Один и строится, заметив, что Лиза никак не приходит в себя, наклонился над ней и сильно надавил руками ей на грудь. Лиза кашлянула, открыла глаза и перевернулась на живот, выплевывая выходящую из легких воду. Когда приступ кашля миновал и она отдышалась, аборигены молитвенно сложили на груди руки и восторженно вскрикнули. Лиза, испугавшись этой бурной реакции, вскочила и бросилась бежать, но, сделав несколько шагов, упала и застонала от резкой боли в щиколотке. Снова чьи-то сильные руки подхватили ее и бережно вернули назад на нагретую солнцем циновку. «Мне нужно назад к друзьям», — попыталась объяснить Лиза сложившуюся ситуацию. «Они думают,
что я погибла и сейчас наверняка уже далеко отсюда. Мне нужно догнать их. Помогите мне». Но аборигены не понимали, о чем она говорит, и лишь кивали в ответ. Лиза попробовала говорить с ними по-английски, но и так ей не удалось ничего добиться. Английского языка никто из присутствовавших не знал. Потеряв всякую надежду, девушка поднялась со своего места и направилась к выходу из деревни. Никто не остановил ее. Местные стояли не шелохнувшись, и все кивали и наклонялись, как заведенные механические куклы. Наконец от толпы отделился один человек. Это был тот самый парень, который сделал Лизе своеобразное искусственное дыхание. Догнав он схватил Лизу за руку и принялся что-то объяснять, тряся головой. «Что я ничего не понимаю», — возразила Лиза, одергивая руку. «Что ты хочешь сказать?» Он хочет сказать, что ты ему понравилась. Вдруг раздался со стороны чей-то знакомый голос. «Он бы хотел, чтобы ты осталась здесь с ним». Лиза обернулась и увидела идущих к ней Кирилла и Таню. Их бледные от усталости и пережитого ужаса лица слишком контрастировали с черными лицами аборигенов. И Лиза невольно улыбнулась. «О, Господи, вы нашли меня, откуда ты знаешь их язык?» — спросила она у Кирилла. «Немного знаю», — ответил тот, опускаясь на землю. «Когда-то я долго гостил в этих краях и выучил кое-какие слова. Это мирное племя, крестьяне, охотники. У них интересная жизнь, и здесь было бы неплохо остаться на пару дней. Но нам нужно уходить». Кирилл вытащил из-за пазухи сломанную стрелу с черным оперением и длинным, похожим на гвоздь наконечником, и вручил ее стоявшему рядом с Лизой аборигену. Абориген, увидев стрела, тревожно вскрикнул, схватил ее и помчался к соплеменникам. Вскоре вся деревня наполнилась громкими криками. Аборигены принялись хватать свое оружие, натягивать тетивы на луки и загонять детей в хижины. «Те дикари, что напали на нас ночью, все еще идут следом», — пояснил Кирилл Лизе. «Скоро они будут здесь. Нам надо уходить. Будет война. Эти два племени — непримиримые враги. Будет не просто война, будет бойня». Лиза испуганно хлопнула глазами, потом схватила Кирилла за рубашку. «Мы должны помочь им», — прошептала она со всей убедительностью, на которую только была способна. «Их же всех убьют те дикари из леса. Ты ж сам сказал, что они поклоняются смерти. Нам нужно остаться здесь и помочь местным отбиться. У тебя же есть винтовка и всего 30 патронов», — мрачно перебил Кирилл. «А тех дикарей сотни или второй нет, Лиза. Здесь слишком опасно. Нам нужно уходить». Он схватил Лизу за шиворот и потащил за собой. Нота вырвалась и взмахнула руками. «Они спасли мне жизнь», — крикнула она. «Вытащили меня из воды. Если хочешь бежать, беги, а я останусь здесь и помогу им, чем смогу». Кирилл, не зная, что делать, снова опустился на траву и отправил в рот сигарету. «Ты что, совсем дура?» — накинулась на Лизу, прежде молчавшая это. «Не сдались тебе эти туземцы, пусть и режут друг друга. Нам-то что? Мы сядем на плот и завтра же закончим наш маршрут, а потом улетим отсюда к чертовой матери». То не посмотрела на Кирилл. «А еще у него поддержки», но тот кисло улыбнулся и погладил приклад своей винтовки. «Лиза, право, надо помочь», — сказал он, высыпая из коробки оставшиеся патроны. «Уложим десяток тех дикарей, остальные, глядишь, и сами разбегутся. А вы давайте бегите вон в ту хижину, прячьтесь там и не высовывайтесь». Кирилл посмотрел вдаль. Потом припал ухом к земле и помрачнел. «Идут», — сообщил он. «Прячьтесь с Лизой». Таня по его команде бросились к хижине, вбежали в нее и захлопнули дверь, наблюдая в щель, как аборигены и Кирилл готовятся к бою. Они прижались друг к другу и затаили дыхание. Пока Кирилл заряжал патронами винтовку, аборигены выставили вокруг деревни сплетенные из веток, и кары заграждения которых были сделаны отверстия для луков и копий. Потом натаскали с поля сухой травы и подожгли ее. Ветер понес дым от них прямо на приближавшихся врагов. Или замысленно похвалил аборигенов за сообразительность. Кирилл, скинув ружья, выступил вперед и что-то крикнул на местном наречии. Аборигены тут же попрятались за укрытие и приготовились. «Вот они», — прошептал Лиза, указывая на вышедшего из-за деревни противника. Началось. Подождав, когда враги подойдут поближе, Кирилл снова что-то крикнул, потом нырнул за земляной бруствер и открыл огонь. Аборигены тоже принялись стрелять из своих луков и метать копья, громко при этом крича и свистя. Лиза насчитала 15 оружейных выстрелов и 40 брошенных копий. Прежде чем все прекратилось, когда дым рассеялся, они с Тонио вышли наружу и увидели усеянные телами погибших врагов поле битвы. «А как мы их?» — воскликнул Кирилл, потрясая своей винтовкой. «Без единой потери с нашей стороны. Видели бы вы, как эти трусы от нас драпали». Он посмотрел анализу, это восхищенно улыбнулась в ответ.
«Да вы молодцы», — сказала она. «Чистая победа, надо бы отметить это делай». И Лиза не договорила от того, что кто-то вдруг подхватил ее на руки и подкинул вверх. То же самое произошло с Кириллом. Это ней. Они тоже взмыли вверх и приземлились на руки благодарно улыбавшиеся аборигенов. «Ребята, отпустите!» — крикнул Кирилл по-русски, позабыв про местное наречие. «Меня сейчас тошнит». Но туземцы продолжали подбрасывать его вверх и ловить, радостно улюкая и смеясь. Когда они закончили и опустили их на землю, один из аборигенов преподнес им две корзины, одна была наполнена фруктами, а другая рыбы. Отдав подношение, абориген опустился на одно колено, и его примеру тут же последовали остальные. Парень, что спасли за что-то, крикнул Кириллу. Этот ухмыльнулся. «Они хотят, чтобы я стал их вождем», — сообщил Кирилл девушкам. «Говорят, что я повелитель огня». «Вот чудаки». Лиза с Таней переглянулись и громко рассмеялись. «Но и становись, только сначала отправь нас домой», — воскликнули они. «Хватит с нас этих приключений». Кирилл кивнул, поднял с земли корзины и попрощался с племенем, низко поклонившись. «Да, тут не соскучишься», — сказал он, подталкивая вперед Лизу и Таню. Одним словом, Африка. Вернувшись домой, или за долгое время вспоминала проведенный в Нигерии отпуск, временами и неудержимо тянула назад, в эту полную опасности и приключений землю, где люди все еще вели первобытный образ жизни, воюя с подобными себе и самой природой. Тони и восторгов не разделяла. После пережитого она зареклась больше ездить в Африку и вообще в теплые страны, и в последующий отпуск планировала отправиться во Францию и предложила Лизе вновь составить ей компанию, но Лиза отказалась. В тот момент она встречалась с Игорем, с которым познакомилась на новой работе. Игорь, как и Лиза, работал в фитнес-клубе тренером по йоге, был молод, крепок и потянут, отчего напоминала девушке того самого аборигена, который спас ей жизнь в маленькой нигерийской деревушке. Вы, Гарри, тоже горела, тоже тяга к приключениям, что и в Лизе. Слушая ее рассказы об Африке, он таинственно улыбался и мечтательно закрывал глаза. «Было бы неплохо провести медовый месяц в тех местах, о которых ты рассказываешь», — однажды предложил Игорь. «Как думаешь, те дикари все еще устраивают набеги на деревню?» Лиза пожала плечами и вздохнула. «Надеюсь, что нет», — ответила она. «Там же Кирилл, он повелитель огня, его с этого племени. А еще там тот парень». Лиза осеклась и странно посмотрела на Игоря. «Какой еще парень?» — Лиза махнула рукой и рассмеялась. «А неважно», — торопливо бросил. А она. «Все равно я не знаю его имени, но я помню, что он для меня сделал». Накануне свадьбы Лиза получила неожиданное письмо. Когда она вскрыла большой конверт, из него тут же высыпалось несколько фотографий. Взглянув на них, Лиза невольно улыбнулась. На них был изображен Кирилл в окружении своего племени. На одной фотографии он упражнялся в стрельбе из лука, на другой играл с деревенскими детьми, на 3 обнимал только что появившегося на свет слоненка. Просмотрев все фотографии, Лиза обнаружила на обороте одной из них надпись «Счастливой свадьбы». «Жду в гости». Сразу догадавшись, что о свадьбе Кирилл узнал от Ани, Лиза собрала все фотографии и сложила их обратно в конверт. Спрятав его в стол, она посмотрела в окно на это затянуто дождевыми тучами небо. Где-то там, за его горизонтом, находилась Африка, огромная часть света, которая, несмотря на все попытки цивилизации покорить ее, все еще была усеяна белыми неизвестными пятнами. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.